Всем бодрой субботы. Недавно мы говорили о том, что у нас 600 тысяч на канале, и мы такие счастливые, что мы проводим розыгрыш айфона. И сейчас я вам об этом напоминаю, потому что скоро мы подводим итоги. Просто вам нужно подписаться на этот канал, оставить комментарий, и вы, собственно говоря, принимаете уже участие. Вся подробная информация будет в ролике, который был назад. Перейдите в видео, посмотрите. Ну, либо в конце этого видео я оставлю ссылочку активную, большую такую. Так что принимайте участие, выигрывайте, будьте счастливы, хорошей субботы. Новый iPhone X просто так, вот, как бы это круто. Хорошего просмотра. Давай. Посмотри, пишется. Да пишется. Такая вот ситуация, больше нечего сказать. Или, Руслан, там надо говорить много чего? Много говорить надо. Надо много говорить? Давай. Ну, хорошо, давай попробуем. Женя, привет, как дела? Дай мне листочек, пожалуйста. Дай листочек, пожалуйста. Сейчас я скажу. Мне Жека передал план, что мне надо говорить, так что я сейчас по плану буду как по зачитанному. На, рассказывай. Что вы будете делать? Мы решили полностью перебрать косу. Пойдем покажу почему. Последний раз, когда мы ездили на ней, у нас возникли вопросы, то есть возникли проблемы от воды. То есть мы поехали, у нас там дворники включились не отключать, потому что некоторые провода были оголенные, и при контакте с водой это все начало вот само по себе работать. Решили мы что делать? Раз мы уж разбираем, раз мы делаем все по-нормальному, мы полностью, вот, косу, на самом деле, она уже переплетена. Правильно, да, Паша? Да, она же немножко проледите еще. Да, вот у нас Паша лишние занимается разъемы. полностью. Это X-Customs. Ребята знают свое дело, и кроме них пока я никому ничего не доверяю. Пусть они этим занимаются. Также будут они делать и чайзер, также с Сильвией. А начали мы с сотки. Все элементарно. Все это убираем, все лишнее. Делаем все так же, как на чайзере на тумблерах, чтобы все работало четко, красиво. И еще какие нюансы? Ну, пока не Добавляем. добавляем. Ты знаешь, какие мы добавляем, просто я не стал говорить, что Да. ты говори, давай. Хорошо, ставим компрессор пневматический, дополнительные аккумуляторы. Все это на силовые провода, разводочки, чтобы все было красиво, аккуратно и удобно для установки дополнительного оборудования, таких как лебедки и прочие там инверторы для удобства в перемещении по пересеченной местности. Да, также у нас еще будет свет стоять там, ну полностью. И мы еще будем делать сзади. Сзади будем делать по 220. Джонни, иди сюда, не убегай. То есть, грубо говоря, если вы приехали где-то на природу, вытащили, взяли, подключили что-нибудь и играете Xbox, допустим, или PlayStation. Так что... И телевизор в колесах. Просто по воде подводной. Не, на самом деле просто все делается по уму. То есть это надо было делать изначально, но так как у нас была выставка, мы торопились, мы его собрали там визуально, и все, как бы и на выставку. После этого мы ее уже подсобрали, покатались, а теперь уже как бы убили небольшой свой азарт. Сейчас это все делается для того, чтобы мы хотим, это не знаю, по-русски или нет, но для того, чтобы Нет. уехать, не по-русски, да? Для того, чтобы уехать на нем на рыбачий. То есть мы его возьмем на автовозе или же на прицеп, пока не знаем, уедем туда, за Мурманск, и там будем кататься по рыбачьим. Соответственно, там нам не нужны проблемы никакие, вот и Паша сделает так, чтобы у нас никаких там проблем не было. А Вкратце, если будут проблемы, то мы с Пашей решим этот вопрос совершенно на другом уровне. Потому что моторную проводку с коробочной мы уже привели в должный вид. Осталось по салону все решить, по светооптике. Да, это все нету такого такового, знаешь, времени, потому что вот сейчас он будет делать, и как всегда, у меня тараканы в голове такие, их много. И, соответственно, сейчас скажут: Паша, надо еще вот это делать, и он скажет: почему ты раньше не мог сказать, потому что сейчас придется всю косу заново перебирать. То есть, ну, как бы, это все в процессе. Самое главное, чтобы она поехала, и все основные агрегаты работали, это у нас на среду. То есть соберем и будем смотреть. То есть, Паш, ты хочешь сказать, что вот эта вот вся требуха будет готова послезавтра? Да. Да что ты такое, просто провода и все. Просто блоки, просто провода. Я еще не знаю, как ты с этим разбираешься вообще. Но эта коса была в 2 раза потолще, то есть лишнее мы уже оттуда выпили. Слушай, а блоки предов, вот это все потом Блоки предов. мы сможем куда-то потом сделать сюда? Можно повыше их под торпеду спрятать. Да, и мы еще потом посмотрим, сейчас пока покатаемся, потом у нас будет задача мозг как-то перенести наверх, чтобы просто мы, когда контент делали, просто чтобы Не утопили его. Да, плавали. Да, Это просто всё, как что бы задача машины не то, чтобы там он повседневно ездил, а задача просто, чтобы он был... Это реально как РЗР-ка, только бы... Вон то. И все. Что с мотором? Мотором все хорошо.
Где Что готово? говорят? Не, моторная проводка. Не путайте, моторная проводка от подкапотки отличается. Моторная проводка был перенесен Давай, на съем подержи. расходомера, потому что по штату Подержи, моторной держи, проводки. Вот, мы вплели в моторную. Для удобства демонтажа в случае обслуживания. Еще по мотору надо будет обслужить по мелочи. Собственно, удалить компрессор кондиционера и, возможно, поставить, невозможно даже, а придется поставить дополнительный генератор. Ввиду того, что у нас 3 аккумулятора, чтобы хватало мощности для зарядки всех 3. У нас 3 аккумулятора или 2? 3. Зачем 3? Потому что один будет на мотор, коробку, на агрегатку, а 2 аккумулятора идут на доп. Оборудование, такие как лебедки, компрессор, А, то есть вот инвертор они и на них прочее. будут, правильно? На Да, тех да, аккумуляторах. именно так. Какая задача? Она сейчас соберется для того, чтобы пока так печет. Сейчас покатаемся, то есть когда зима будет, также, что там элементарно кузов оторвать от рамы. Просто знаешь, что удобно? То, что это все будет вот так, знаешь, типа нет, что там косу, что просто там отщелкнул одну. Кузов Так будет, Паш? Именно Да. так, да. Отвез, короче, полностью песочится, заново красил, покрасил все и установил красиво. И все, вопросов никаких нет. Так что подсотки вот такие вот дела. Что еще сказать по нему? Кстати, в этом костюме, наверное, я бы смотрел с четками, да? Наверное. на чёрном. Но это не точно. Черный на черном в черном, ё-моё. Элвана, здесь трек Элвана. Вот они, наши аккумуляторы XS. дополнительные. Вот это, кстати, мы еще, знаешь, какая идея есть, Руслан? Еще есть идея, я разговаривал вчера, мыслями делился, будет делаться еще один каркас, этот будет пилиться оттуда, заново, спиливаем. Сюда будет на болты, либо, короче, вот это будет сажаться на болты, вот это. Да, и также здесь такая же конструкция будет, только с сидушками. Понял? Потому что мы когда катались, вам не особо было комфортно. Соответственно, сюда будут 2 сидушки, они будут смотреть От назад. 222. Не, ну это ты прям не писанул слишком. Еще один нюанс по поводу установки третьего ряда сидений. Хорошо, что ты сказал об этом сейчас. Видишь? Потому что размещение аккумуляторов для доп. Оборудования планировалось за задними сиденьями. Оно не будет мешать то, что сиденье. Но за задними сиденьями это... Как бы это будет вот так, типа, вот эта штука будет снята, когда это будет такой конфликт. Снимать сидушки, все. И, снимается вот это, и 2 сидушки так, а ноги, соответственно, где? Вот здесь, на это. Это дверные карты от 140-го. Новые. В идеальном состоянии, можно сказать. Это капот тоже 140-го. А тут у нас что? Тут у нас также быстренько какая-то дверь от 140-го, заново перекрашенная. Получается 4 полностью двери. Это крылья, это бампер, как вы все видите, и сидушки. И, соответственно, вот. Фу. Этот автомобиль тот самый, который будет ехать в следующий сезон прям на все бабки, без всякого ограничения, без инстинкта самосохранения. Нет, меня больше интересует вот эта вот штука. А я сейчас объясню. То есть, так как мы видим, что это все уже расхерачено, погнуто, сломано, так как тоже вы видите, что я люблю ездить очень близко к стенам, я аккуратненько в повороте ломаю, то мы решили сделать кое-что интересное. Мы взяли жопу от чайзера. Кто-то бы взял бы просто тупо ее переварил сюда, но мы не так это делаем. Мы делаем совершенно по-другому. Вокруг шум. И получается так, что мы решили заднюю часть полностью сделать из стеклопластика. Причем мы решили сразу сделать с расширением. Вот, он полностью Тоха его посадил, грубо говоря. Это, грубо говоря, то, что будет оно цельное, без всяких, вы знаете, без всяких заклепок, без ничего. Только единственное, что может быть... Нет, ну в целом она-то может будет и сажаться на заклепке, но чтобы было сразу полностью расширение. Нет, А как ты его кузов крепить будешь? через эти какого, шпильки какого? Шпильки. Вот как у тебя на багажнике есть, только другие. Понял? Для того, чтобы они были съемные. Здесь будет стоять каркас. Здесь будут типа, либо трубы какие-то, краш-бары. А, ты имеешь в виду, подожди. Вот целиком на краш-бар будет. Вот такой вот штук не будет, будет вырезано здесь полностью все. Все будет вырезано. Вот это А всё. если люди, которые захотят купить такое расширение у нас? Целиковое? Да. Пожалуйста, без проблем, пусть они покупают. Потому что если... Им придется вырезать жопу Смотри, так? здесь есть как. Вот ты берешь, допустим, ты можешь брать целиком, а можешь брать, допустим, вот этот комплект, да? Ты его также вырезаешь, ну вот так, понял? Ты его покупаешь, какая разница, вот так или так? Ты его покупаешь, потом вырезаешь, сколько тебе надо, и ты как бы его крепишь, и все. Ну они же будут мы делаем цеплять. по себя. Да. Мы собираем, потому что у нас еще будет средняя часть и левая сторона полностью. Потому что мы будем это все крепить на каркас металлический и все. То есть будем для чего? Для того, чтобы при малейшем касании
чтобы это все как бы не, как сказать, не деформировалось и оставалось в таком же положении, а при ударе, что он, допустим, трескается и обратно как бы, ну, встает в свое исходное положение. Плюс в этом я вижу то, что это будет жопа легкая. Главное не переусердствовать с весом, потому что если ты сильно разгрузишь жопу, у тебя не будет держака. Соответственно, ты уже как бы не поедешь так, как ты хотел бы. Но мы облегчаем не только жопу, мы облегчаем еще, получается, целиком кузов. Стекла мы убираем. Эти же двери также будут сделаны. Ну, лобовое мы не будем, наверное, убирать? Мы будем убирать лобовое, мы будем убирать заднее стекло. Мы будем все вот это заново переделывать. Потом, после того, как сейчас мотор снят, только займет кузовник, мы отвезем это к тебе, к друзьям на статель, его надо вырвем. Вот, и так вот смотрите, вот это, сейчас пойдем как раз. Это матрица, ребята, это не целиковая готовая деталь, Да. это только матрица под них. Матрица легче даже, что двигатель. Поставим. Это выглядит так, если мы отсюда выйдем. Вот он, видишь, уже целиковая с расширением задней двери. То есть мы его будем брать, пока не понимаю как, конечно, но это будет сюда. Вот так вот сделано. Здесь будет стоять, грубо говоря, шпиль, ну, это металлическая херня, куда это будет вставляться. То есть мы берем дверь, открываем, вот эту книжку открываем, и мы ее сможем сразу снять наверх. И, как бы, и обратно одеть, и также прикрыть. То есть все будет максимально быстро съемно для того, чтобы было все быстро ремонтно пригодно. Делаем все стеклопластиковое, разбираем всякие мелочи, также будет отводиться на пескоструй, все отпесочится, все заново красиво покрашено соберется. Все уже будет облегченно, и она будет у нас в таком цвете, как у Волга. Это будет такой. Красная. Лола у нас красная, А, мне послышалось, в таком же цвете будет. как Лола. А, как Лола, я не услышал. Мы переместились в наш бокс. Это тоже наш, просто здесь мы большой акцент делаем для обслуживания такси. Для, чтобы не мешать, мы взяли другое помещение, там мы работаем. Что мы здесь видим? Здесь мы видим бузы практически, ну, в смысле, без элементов, без дверей, без салона, без ничего. То есть это тоже заново поедет на покраску, это все будет заново краситься. После чего это будет сборка. Сборку делать мы будем также сами. И у нас самая основная проблема по этой машине, это у нас, конечно, как говорится, его сердце. Это сердце очень много раз нас подводило, потому что первый мотор был у него нехороший, вот второй вот это оказался тоже так себе. И опять же, ребята с Картюн нам зарезервировали мотор, который приедет через месяц-полтора. У них он с машины, ну, в смысле, машина целиком едет, с пробегом 119 тысяч. Машина сейчас в данный момент находится в Японии. Так что привезут тоже 120-980 мотор. Нет, сейчас подожди, Руслан, я что-то прям слишком как-то правильно все говорю. Это не будем вырезать. Была мысль перебрать этот мотор, мы ребятам позвонили, они сказали, что это стоит около 300 тысяч. Ну его нахер. Сабель, подожди. Подожди. Все, короче, дело. Вот, и получается, мы сейчас этот мотор тупо отсюда снимем. Не хотим это именно сейчас снимать, потому что если мы это снимем, то мы все это тратим. Вот. Как будет мотор вот здесь рядом лежать, мы этот сняли, этот туда воткнули. Гарантию ребята дали месяц на мотор, соответственно, за месяц может быть понятен, нормально работает или нет. И причем такая большая возможность будет, то, что хорошая большая возможность, то, что мы это можем проверить сразу на месте на машине. То есть как бы не машина будет не разобрана, они нас пригласят, мы поедем в Японию. Куда? В Москву. И все, заведем, послушаем, компрессию проверим, все это сделаем и, соответственно, с спокойной душой загрузим это все в пикап, привезем сюда, и тут мы начнем этот процесс. А месяц нам дали гарантию на после того, как мы установим ее? Конечно. Или вообще, в принципе, они нам продали? Ребята хорошие, я думаю, что они как бы до конца жизни будут гарантию давать. О, это громко. Ну ладно. Тебе никто ничего не даст. Если логически адекватно смотреть, то понятное дело, что после, ну, как мы поставим его, Сразу поем бернаут делать. нет, бернаут я не хочу делать, потому что столько сил на эту машину ушло. Нет, конечно, я пару раз бернаут сделал, чисто, чтобы, ну, прям. Ну, как, знаешь, такой, типа, да, поехал, кайф получили. А после этого уже все, спокойненько ездить.
Причем, наверное, Бернет это даже будем делать в дождевую погоду, выехать и боком красиво продать. Тоже отдадутся на покраску. После тех оставшихся элементов мы забираем эту тачку туда, она полностью красится, приезжает сюда, и мы начинаем потихоньку его собирать. Также салон будет перешиваться полностью, целиком. Короче, все приведем в порядок. Что там по плану дальше? Ну, в принципе, все нормально. Единственное понимание людям, на какой все стадии. Ну, смотри, окей, Стадия 4 двери мы открасились, Задний бампер не уехал. задний бампер не Капот уехал. тоже только что на видео был, что он там находился. Там дальше отдельные элементы уже в покраску. Главное, что оно теперь в надежных руках. Мы сейчас иногда ходим, гладим его, успокаиваем, что все, ты скоро соберешься. Все будет хорошо. Машина достойная, руки достойные. И мне что нравится, что все практически работает. Компрессия непонятно, почему она пропала, потому что мы когда ее отсюда отвозили, даже на видео, помнишь, когда заводили, она там отстреливала. Она уехала, вот скажу, она уехала к ребятам на Черную речку, где там все мне советуют, что там все круто, все. Ни хера, после них машина вообще не работает, просто она не заводится. Тут они увидели, что типа, я приехал на 222-м, они загрузили ценник такой, я сказал, вы что, как бы, ну, ку-ку, ребята. И тут они, знаешь, типа, не-не, ну мы просто думали, что, ну вот вы там, типа, наши не разбираетесь, я говорю, чего? То есть, как бы, люди очень некрасиво поступают, да. Вот, наверное, потому что вы везете, им отдаете, меня не спрашивают, сколько это все стоит, они собирают, ценник озвучивают, да, все хорошо. А на самом деле можно просто сделать совершенно по-другому. Все, будем ждать новостей.